Друзья, так совпало, что по пути домой с нашего круизного лайнера у нас было 400 километров до Венеции, и был грех не заехать сюда, что мы, собственно, и сделали. Атмосфера здесь на площади самая замечательная, которая может быть. Живая музыка, кафешки и концертная программа, которую приготовили. Поставили сцену, и, наверное, здесь или был, или будет концерт. В общем, площадь Святого Марка. Кайф. Ну, все, наверное, знают, да, что Венеция — это город на воде, и у нас были ощущения, когда мы в него попадем, что будет стоять неприятный запах на улочках. Но это оказалось совсем не так, хоть и имеет множество разных маленьких каналов город, и вроде, казалось бы, стоячая вода, но нету никаких проблем с запахом. Может, нам так повезло, так совпало. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Может, было у кого-то по-другому. В общем, середина лета, все нормально. Площадь Святого Марка в Венеции – это одно из самых известных и красивых мест в мире. Вот несколько интересных фактов о ней. Но перед тем, как расскажу вам о фактах, я хотел бы подметить одну интересную вещь. Чтобы попасть вам на эту площадь, вам придется сыграть в одну игру. И игра эта называется «Лабиринты Венеции». Она, конечно, увлекательная, интересная, но достаточно утомительная. А утомительна она по одной причине. Здесь ужасно работает GPS. То есть все маршруты, которые вы прокладываете в своих картах, да, до местоположения, чтобы добраться, но они реально глючат, и вы столкнетесь с такой проблемой, что вроде идете туда, куда надо, а в итоге оказываетесь совсем в противоположном месте. Так, ну со сложностями перемещения вроде разобрались. Давайте разбираться с площадью Святого Марка. На площади Святого Марка расположен собор одноименный и расположена кампанила Святого Марка. Кампанила — это отдельно стоящая башня, которая служит колокольней. С нее открывается прекрасный вид на лагуну и на всю Венецию, так что рекомендую подняться. Ну, нам по сути это не надо, потому что у нас есть Дуримар. Дуримара зовут мой дрон, который позволяет снимать прекрасные вот такие вот картинки. Так что мы проигнорировали это предложение и давайте двигаться дальше. Гранд-канал — это один из наиболее известных и узнаваемых символов этого удивительного города. Гранд-канал можно смело назвать главной транспортной улицей Венеции. Его общая протяженность около 4 километров и разделяет город на две части, образуя главную водную артерию. Гранд-канал служит маршрутом для многих венецианских гондол, которые перевозят туристов и местных жителей по водным дорогам города. Гондольеры, как правило, в традиционных костюмах, выглядят достаточно колоритно и придают этой поездке свой завораживающий шарм. Помимо гондол есть небольшие моторные лодки и даже паромная переправа для жителей города. Самым известным мостом на Гранд-канале является мост Риальто. Известный, потому что самый первый был построен. Он красив и многолюден. Можно смело сказать, что это второе место по значимости среди туристов, после площади Святого Марка. Что касаемо еды, то настоятельно рекомендую не кушать на Гранд-канале, хотя здесь самое большое количество разных кафе с прекрасным видом и на мост, и на канал. Но цены гораздо дешевле, если вы отойдете чуть-чуть в глубину. Есть прекрасные рестораны на закрытых площадях или в закрытых дворах. Так что, если выбирать цена-качество, то рекомендую вот наподобие вот такого места искать. В двух словах пробегусь о венецианских мастерах стеклодувов и о венецианских масках. Почему в двух словах? Да потому что эта история тянет на отдельный выпуск. Венецианское стекло — это известное во всем мире искусство производства стекла, которое имеет богатую историю, традиции и мастерство, связанные с городом Венеции. Основным центром производства венецианского стекла является остров Мурано, который находится недалеко от Венеции. Этот остров стал домом для множества стеклянных мастерских и стеклодувных цехов. Венецианское стекло остается одним из самых уникальных и ценных искусственных материалов в мире, и его красота и мастерство продолжают удивлять и вдохновлять людей по всему миру.
Венецианские маски – это символ венецианского карнавала и богатой истории Венеции. Эти маски имеют долгую историю и играли важную роль в культуре и обществе Венеции. Ежегодный карнавал проходит за 2 недели до пасхального поста по католическому календарю. Это событие несет в себе праздничную программу, которая включает в себя музыкальные выступления, маскарады, изысканные костюмы, ну, конечно же, знаменитые венецианские маски. И тем самым создавая неповторимую атмосферу загадочности и великолепия. К сожалению, 5-часовое пребывание в Венеции подходит к концу, нам надо двигаться дальше, и рекомендую настоятельно посетить этот прекрасный город и впечатлиться достопримечательностями, которые абсолютно уникальны. Всем до новых встреч и помните, путешествие продлевает жизнь. Па-па.